Привет! На связи Волкова Екатерина. Добро пожаловать в мой новый курс по AutoCAD для начинающих. Вместе шаг за шагом освоим все важные навыки. Этот урок мы посвятим настройке интерфейса программы AutoCAD. Настроим интерфейс AutoCAD так, чтобы работать было максимально комфортно. Для начала создадим новый пустой чертеж. Для этого просто нажмем на плюсик левой кнопкой мыши один раз. Готово. Теперь приступим к настройке панели быстрого доступа, которая находится в верхнем левом углу. Нажмите один раз левой кнопкой мыши на маленькую стрелочку в конце этой панели. Появится список с командами, которые можно отображать на панели быстрого доступа. Отметьте галочками только те команды, которые вам действительно нужны. Например, я отключу галочку напротив команды «Сохранить в интернете» и «Открыть в интернете», чтобы убрать их из панели. Вместо них добавим полезные команды. Выбрать рабочее пространство, копирование свойств, и предварительный просмотр. Теперь соответствующие команды отобразились на панели. Далее снова нажмите на стрелочку в конце панели и активируйте пункт «Показать меню». Сверху над лентой появилась привычная строка с меню «Файл», «Правка», «Вид», «Вставка», «Формат» и так далее. Это удобно, если некоторые команды спрятаны глубже в ленте и быстро их не найти. Например, если какая-то команда находится под стрелочкой или внутри панели, вы всегда можете взять ее из соответствующего меню, где все подписано и отображено иконками. Также есть панель редактирования и меню «Редактировать» с доступом ко всем функциям для работы с объектами. Теперь давайте настроим цвет интерфейса. Кликните правой кнопкой мыши на рабочей области чертежа. В появившемся меню выберите пункт «Параметры». Откроется окно настроек AutoCAD с множеством вкладок. Мы познакомимся со всеми чуть позже. Сейчас нам нужна вкладка «Экран». Выберите ее. По умолчанию стоит темная. Цветовая тема по умолчанию стоит темная. Но вы можете переключаться на светлую. Выберите та, которая вам удобна, и работайте в ней. Чтобы увидеть изменения, необходимо нажать на «Применить» и изменения отобразятся. Я люблю работать с темной, поэтому возвращаю обратно. Кроме смены основной темы, можно перекрасить практически все элементы интерфейса вручную. Немного ниже есть вкладка под названием «Цвет». Кликните по ней левой кнопкой мыши. Появится окно с перечнем интерфейсных элементов, доступных для перекраски. Можно изменить цвет поля, чертежа, перекрестия, значков курсора и многое другое. Для примера выберите пункт рабочего поля, кликните на образец цвета, пространство 2D модели, цвет, выберите любой и «Применить» нажмите. Я менять не буду, меня устраивают мои настройки, поэтому я цвет оставлю такой же. Обычно выбирают более спокойные цвета, но вы можете экспериментировать. Выбрать любой фон. Если выберете белый, здесь
рабочее пространство станет белого цвета. Главное, не забудьте нажать на кнопку «Применить здесь», «Применить там» и «Ок». Аналогично можно изменить цвета всех остальных элементов в списке. Например, перекрестие – это курсор в автокаде. По умолчанию он белый. Сетка или разлиновка, обычно серого цвета, но ее тоже можно перекрасить по желанию. Я пока оставлю стандартные настройки и закрою окно. Пока мы в окне параметров, обратите внимание на верхний правый угол. Там есть элемент с названием «Видовой куб». Он отлично помогает при работе в 3D. Но в данном курсе мы не изучаем 3D, так что видовой куб нам сейчас не нужен. Перейдите на вкладку 3D-моделирование. Если у вас не видно эту вкладку, можете переключаться стрелочками, и 3D-моделирование появится. Перейдите на вкладку 3D-моделирование, снимите галочку «Все остальные визуальные стили» и все остальные визуальные стили. Или если у вас другая версия автокада, возможно, у вас написано «Показывать видовой куб». Снимите с нее галочку нажатием левой кнопки мыши. Затем нажмите «Применить» и «Ок». Если у вас не пропала она так же, как у меня, снимите галочку с «Визуальный стиль 2D каркаса», «Применить», «Ок». Пока закроем данную панель с 3D-моделированием. Теперь перейдем к настройке командной строки. Она очень важна, ведь здесь появляются подсказки, которые помогают в работе. Сейчас командная строка слишком узкая и не вся информативна и хорошо видна. Чтобы расширить ее, наведите курсор на левый край строки, там, где много-много точечек, вот сюда, рядом с крестиком. Удерживайте левую кнопку мыши, затем потяните командную строку вниз, вот как я. При этом удерживайте нажатие левой клавиши мыши. Как только она стала шире, отпустите. Отлично. Теперь командная строка достаточно большая, чтобы видеть все подсказки. Следующий шаг. Настройка строки состояния внизу экрана. Там, где отображаются режимы, которые помогают нам в работе. Чтобы не захламлять интерфейс, лучше оставить только те режимы, которые действительно нужны, а остальные отключить. Для этого нажмите на кнопку «Адаптация». Она находится в правом нижнем углу. Левую кнопку мыши мы нажимаем. В открывшемся окне можно увидеть список режимов. Галочка означает, что режим отображается в строке состояния, вот здесь. Выставьте такие же галочки, как у меня, чтобы оставить только необходимые функции. После того, как все отметили, щелкните в любом месте экрана, чтобы закрыть окно левой кнопкой мыши. Теперь в строке состояния остаются только нужные нам режимы, которые можно включать и выключать по необходимости. Например, сетку можно показать или скрыть. Это удобно делать во время работы. Обратите внимание, когда кнопка подсвечена голубым, данный режим активен. Сейчас серый цвет означает, что режим выключен. Например, динамический ввод. Горит голубым, значит включен. Также включим режим полярного отслеживания и отслеживания объектных привязок. Для объектной привязки кликните на стрелочку справа от кнопки и отметьте все элементы, кроме 3 нижних, как у меня. Когда закончите, щелкните по полю чертежа, настройки применятся. Очень важно сохранить сделанные изменения, чтобы при следующем запуске программы не пришлось настраивать все заново. Для сохранения рабочего окружения нажмите в правом нижнем углу
кнопку переключения рабочего пространства, она выглядит как шестеренка, на стрелочку и выберите «Сохранить текущее как». Дайте имя своему рабочему пространству. Например, осваиваю AutoCAD. Сохранить. Вверху вы увидите название своего рабочего пространства. Если вдруг в ходе работы интерфейс сбился, например, пропала лента или командная строка, не пугайтесь, просто выберите из списка другое пространство, а затем вернитесь к сохраненному своему. Все вернется на свои места. В следующем видео мы начнем непосредственно работу с чертежами и инструментами.